Мини-сериалы обычно воспринимают либо как младшего брата обычных сериалов, ограниченного до одного сюжета или сезона, либо как полноценный фильм огромного хронометража, который его создатели просто отказались обрезать до привычного формата. Впрочем, любая из этих точек зрения верна. Мини-сериалы рассказывают своему зрителю, которое не нуждается в сезонных продолжениях, и в этом их несравненный плюс. Здравствуйте, это Shadow Tavern, и сегодня у меня для вас 10, на мой взгляд, самых популярных новых мини-сериалов, которые обязательно нужно посмотреть. Конечно, выбор субъективен, и что-то из списка вы наверняка решили бы заменить. Не стесняйтесь, пишите в комментариях названия этих сериалов и делитесь ими со всеми. «Чужак» — одноименный роман Стивена Кинга, послуживший основой экранизации, по праву считается одним из его лучших творений. То, что начинается как расследование ужасно жестокого убийства 11-летнего ребенка, вскоре превращается в нечто более зловещее. Главным подозреваемым является тренер жертвы, которого на месте преступления видели многие свидетели, зафиксировали камеры, да и отпечатков обнаружено с избытком. И когда все уже практически становится очевидным, появляется алиби, подтверждающее, что главный подозреваемый в этот же самый момент находился за десятки километров от места преступления. Постепенно в расследовании открывается все больше зловещих и мистических обстоятельств. Включение сверхъестественных элементов делает сюжет более захватывающим и напряженным. Хотя сериал критиковали за то, что он слишком медленный, у HBO получилось создать мистический нуар-триллер в его лучшем виде, подарив зрителю мрачную, напряженную атмосферу. «Бледный конь». Через год после гибели жены от удара тока Марк Истербург, торговец антиквариатом, вызван полицией на допрос, когда его имя и имя его возлюбленной оказываются в загадочном списке. Тайна листка с именами состоит в том, что обнаружен он был на теле убитой на городской улице. Вскоре Марк понимает, что в этом списке есть имена людей как уже погибших, так и тех, кто пока еще жив и находится теперь в смертельной опасности. Этот двухсерийный мини-сериал, адаптированный по одноименному произведению Агаты Кристи, неплох, но не для тех, кто является ярым поклонником знаменитых романов-детективов. Я бы сказал, что BBC One сделали не экранизацию, а адаптацию. Есть допущения, есть несколько измененный финал, зато добавили динамики и увели происходящее несколько в сторону мистики. Бортпроводница. Безрассудная и легкомысленная бортпроводница Кэсси Боуден — ярый фанат вечеринок и алкоголя, а постоянные перелеты по всему миру помогают ей отрываться, где бы она ни оказалась. Однажды по прилету в Бангкок, познакомившись в первом классе с пассажиром Алексом, у них завязывается интрижка. Она принимает ударную дозу алкоголя и утром просыпается в одной постели со своим новым знакомым. Проблема лишь в том, что Алекс убит, а она сама не помнит абсолютно ничего с прошлого вечера и, испугавшись, делает очень много глупых и неадекватных поступков, которые вскоре сильно осложнят ей жизнь. Келли Куоко очень свежа и невероятна в роли Кэсси Боуден. Это уже не милая, но глуповатая Пенни из «Теории большого взрыва». Сам по себе мини-сериал довольно захватывающий, очень стильный и необычный, и грозит стать моментальным фаворитом поклонников детективных историй и темного юмора. «Я знаю, что это правда». Основанный на одноименном романе Уолли Лэмбо, сериал фокусируется на братьях-близнецах Доминике и Томасе Бёрдси, которые борются со своими личными демонами. Марк Руффало исполняет роли обоих близнецов. Томас болен шизофренией, а Доминик зол, возмущен и чувствует, что вся его жизнь пошла под откос во многом из-за болезни брата. Мини-сериал тяжел, возможно, именно из-за того, насколько он правдив в сложном описании жизни и отношений таких семей. История во многом следует в первую очередь за Домиником, а вызывает в основном сочувствие. Серьезно, этот драматический мини-сериал очень качественный, но он проведет зрителей через все семейные потери, горе и нервные потрясения, а их там с избытком, так что я бы рекомендовал его к просмотру лишь тем, кто обожает именно такой тип историй. И повсюду тлеют пожары. Мыльная опера в самом лучшем ее виде. Мини-сериал состоит всего из 8 эпизодов, в которых рассказывается о жизни образцовой семьи Ричардсонов в тихом и уютном городе. Однако их мир и покой нарушается прибытием очаровательного дуэта матери и дочери Мии и Перл Уоррен. Быт и жизненные ценности приезжих и вездесущей мисс Ричардсон оказываются диаметрально противоположными, и между ними начинается настоящее противостояние из споров по поводу правильности воспитания детей, которое в итоге выльется в скандалы и раскрытие самых страшных секретов. Да, Риз Уизерспун и Керри Вашингтон на экране действительно пламенный дуэт. В прошлом году сериал оказался одним из самых популярных на Hulu, а сам он является адаптацией бестселлера Селесты Инк.
Птица доброго Господа. Взяв за основу реальные исторические события и актуальную социальную повестку, создатели сериала очень быстро смогли определиться, что же им хочется сделать – историческую драму или вестерн с огромным количеством допущений. Экранизация одноименного романа Джеймса Макбрайда получилась хорошим вестерном. Джон Браун, непоколебимо верящий в свое понимание библейской справедливости, начинает восстание с целью моментально прекратить рабство в Америке. И пускай оно провалится, но именно эти события в дальнейшем развяжут гражданскую войну. И еще раз, этот сериал минимально несет в себе повестку. Это отчасти сатира, отчасти драма, отчасти комедия, отчасти вестерн. А объединив все это, получается поверхностный, но очень увлекательный взгляд на исторические события. Антологию. И раз уж зашла речь об антологиях, «Призраки усадьбы Блай» — отдельная история мистической франшизы Майкла Фленнегана и Netflix. Сериал сосредоточен на различных драматических и жутких событиях, происходящих в поместье Блай в течение разных временных эпох. Молодая американка Дэнни Клейтон, залечивая свои личные раны, переезжает в Англию и устраивается в Блай на должность гувернантки, чтобы присматривать там за двумя сиротами. Очень скоро ее окружают необъяснимые, мистические и странные детали происходящего в огромном доме. «Призраки усадьбы Блай», в отличие от «Дома на холме», уже не хоррор, это личная, тяжелая история о любви, чувствах и горечи утраты, которые испытывают и живые, и мертвые. А учитывая, что никакой связи между сезонами нет, то и смотрится он как отдельная законченная история. Отыграть назад. Николь Кидман и Хью Грант в этом мини-сериале исполняют роли супругов. Грейс – психотерапевт, сеансы которой стоят очень дорого. Джонатан – детский врач, а сын их учится в элитной школе. Но вскоре трагедия переворачивает привычную жизнь семейства. Джонатан исчезает, а к ним в дом заявляется полиция, подозревая его в убийстве. Отыграть назад обладает не только звездным кастом. Отличный сценарий, живые съемки на улицах города, а бюджет сериала сравним с достаточно крупным фильмом. Да и воспринимается сериал также. Множество неожиданных поворотов сюжета, загадки и прекрасные выступления актеров. Один из самых громких сериалов прошлого года. И, наконец, «Ход королевы». Понятное дело, что выпуск о мини-сериалах был бы неполным без этого хита. Вряд ли стоит вообще о нем много рассказывать, наверняка вы и так его уже посмотрели, а то и не один раз. Вымышленная, но безумно захватывающая история, действие которой происходит в середине 50-х и продолжается до 60-х годов. Сюжет вращается вокруг шахматного вундеркинда, сироты Бет Хармон, которая твердо движется по пути становления величайшей шахматисткой мира. Однако там ее ждут и препятствия, в числе которых окажутся психологические проблемы и зависимость от алкоголя и рецептурных лекарств. «Ход королевы» бесспорно является одним из лучших творений Netflix за все время и был в целом хорошо воспринят и шахматным сообществом, и фанатами сериалов. Да что там, популярность мобильных приложений и продажи шахматных наборов взлетели до небес после выхода сериала. А какой из новых мини-сериалов оказался среди ваших фаворитов? Пишите об этом в комментариях, рекомендуйте выпуск друзьям и не забывайте подписываться на мой канал. Спасибо за просмотр и до встречи в новом видео. Пока!